Добрый день, дорогие друзья! Ранее в предыдущих выпусках мы уже разобрали несколько примеров по-настоящему великих людей, которые доказали жизнь после смерти и существование потустороннего мира, или же были абсолютно уверены в этом ввиду собственного опыта и объемного багажа знаний, полученных в ходе исследований так называемой паранормальной области бытия. Сегодня мы поговорим о еще одном таком поистине великом человеке, оставившем для потомков знания, подсказки, ключи и указания к открытию мира за гранью исключительно материального, ограниченного и привычного для большинства. Не верит в существование души только тот, кто никогда не думал о смерти, сказал этот великий человек, в силу своего невероятного таланта и гениальности, всего в нескольких словах сформировав огромный пласт знаний, понимания и даже доказательств истинной природы нашего удивительного и безграничного мира. Когда речь заходит о доказательствах жизни после смерти, скептики, материалисты и неверующие требуют видеозаписей и фотографий, которые бы наглядно утверждали, что потусторонний мир существует. Никакие прочие доказательства их не устраивают. Пока не увидим, не поверим. В выступлении заходятся они, не понимая, что увидеть можно только сначала поверив, а вовсе не наоборот. Да, документальные свидетельства могут являться доказательствами, но это не значит, что ими могут являться только и исключительно они. Если бы человечество ждало фотографий, подтверждающих, что Земля круглая, мы бы узнали об этом всего несколько десятков лет назад, а если задуматься, не узнали бы вовсе, потому что полет в космос без знания о том, что Земля круглая, и соответствующих этому факту законов баллистики и реактивного движения стал бы невозможен, а значит стало бы невозможно и получение зримых доказательств. Если бы только видеозапись была доказательством существования бактерий, вирусов, невидимой части спектра, излучений и элементарных частиц, то многое из этого не было бы доказано и даже просто открыто и сегодня. Доказательства тех или иных явлений могут быть разными, прямыми и косвенными, документальными и теоретическими, видимыми и незримыми, материальными и мысленными. Когда на протяжении тысячелетий многие великие люди разными путями в разных концах планеты приходят к одному и тому же открытию и утверждают, что жизнь после смерти существует, как бы вам ни казалось странным, но это тоже является доказательством. Причем по силе не менее доказательным, чем фото или видео, а то и более. Не только потому, что вместе они совершают одно и то же открытие, выводы которого согласуются между собой, но еще благодаря их авторитету, репутации и заслугам. Вообразите ситуацию: у вас сломался ваш любимый ноутбук, и помочь разобраться с причинами этой поломки, а также ремонтом, к вам пришли два человека. Перед вами нобелевский лауреат, профессор и руководитель крупного института с одной стороны, и баба Люда из 5-го подъезда с другой. Профессор, едва покрутив ноутбук в руках, сразу устанавливает диагноз и говорит вам, что причиной поломки является сгоревший блок питания, его требуется заменить, и все снова прекрасно заработает. Баба Люда же бьет себя пяткой в грудь и авторитетно утверждает, что вы просто слишком долго играли на ноутбуке, он устал, ему нужно отдохнуть, а вы пока лучше пойдите погуляйте. Да и вообще, все эти ваши компьютеры – несусветное зло, которое нужно запретить. Кому вы поверите? Кому прислушаетесь? Вопрос, конечно, риторический, но когда речь идет о жизни после смерти, многие люди в силу своих страхов, стереотипов и установок сверху раз за разом прислушиваются вот к таким бабам-людям, а не к великим людям, которые тысячелетиями твердят о том, что продолжение жизни после гибели биологического тела в форме сознания или духа – это непреложный и очевидный факт, многократно подтвержденный на протяжении существования человечества.
Логика же очевидна, и с ней не поспоришь. Выбирая, какому источнику информации верить, необразованной бабе Люде или великому человеку, ваш выбор однозначен. Именно поэтому, сталкиваясь с нерушимой логикой, скептики поголовно объявляют всех великих людей, открывших и доказавших жизнь после смерти, по разным причинам сошедшими с ума. Это остается единственным и универсальным ответом, пока еще способным привести их разум к самообману и обмануть других. Реальность, правда, от этого не меняется. И то, что такое количество великих людей не могло разом сойти с ума, остается таким же очевидным, как и логика, благодаря которой мы обнаруживаем истину. Одним из самых примечательных великих людей, открывших и доказавших жизнь после смерти, является граф Лев Николаевич Толстой. Он был и остается величайшим писателем номер один в мире. В любой стране, в любом уголке нашей планеты знают этого человека и его творчество. Его гениальный ум сотворил «Войну и мир», Анну Каренину, «Детство», «Кавказского пленника» и многие другие бессмертные произведения, которые продолжат жить даже тогда, когда последние звезды видимой вселенной будут доживать свои финальные дни. Этот великий человек был уверен в том, что душа и ее жизнь после смерти физического тела являются несомненными фактами. Он был настолько уверен в этом, что не побоялся вступить в противостояние с православной церковью по вопросам взаимодействия с Богом и загробной жизни. Он полагал, что для общения с Богом не требуются никакие догматы, посредники, обряды и ритуалы. «Бог внутри каждого», — говорил Толстой. Великий писатель отрицал обязательную вечность мучений в аду для грешников и блаженство для праведников, на котором церковь настаивает и сегодня, полагая, что после смерти каждый получит свое уникальное воздаяние за совершенные им за время воплощения поступки. За эту ересь он и был отлучен от церкви. Но несмотря на это, и даже на то, что его любимая жена, Софья Андреевна, уговаривала его помириться с церковью, он остался верен своим идеям до самого конца. Поэтому отлучение Толстого от церкви действует и поныне. Читая дневники графа Толстого, мы обнаруживаем, что, познавая мир исключительно с материальной точки зрения, он, как и многие из нас, никак не мог обнаружить смысла жизни в нем. И в итоге настолько отчаялся этим бессмысленным существованием, что дошел до уверенного желания совершить самоубийство. От этого желания его спасло открытие духовного мира и знаний о продолжении жизни после смерти. Когда он осознал существование души и увидел гораздо более объемную картину за рамками земного, все встало на свои места, и вопрос самоубийства был навсегда снят с его повестки. Это, кстати, само по себе является подтверждением еще одного удивительного явления. Казалось бы, любой потенциальный самоубийца, узнавая о существовании более прекрасного мира за гранью нашей непростой земной жизни, обязан немедленно привести в исполнение свои желания и отправиться в этот мир. Но нет, влияние указанных знаний всегда прямо противоположное. Узнавая о великолепном потустороннем мире, который ждет нас по завершении материального, люди, наоборот, отказываются от попыток свести счеты с неблагополучной, на их взгляд, жизнью и даже от мыслей о самоубийстве. Осознают важность физического отрезка существования, начинают воспринимать трудности легче, стараются доиграть свою игру и прожить жизнь максимально деятельно, помогают другим, становятся сильнее и добрее. Из этого удивительного влияния мы и можем заключить логичный вывод, что потусторонний мир не только существует, но еще и является несравнимо более прекрасным, чем мир земной. Ведь не может как-либо влиять на что-либо то, чего не существует, и тем более не может влиять позитивно то, что негативно. Толстой видел это так же и ни капли не сомневался в своих выводах. Оставил знания о жизни после смерти и свою уверенность в ней граф Толстой и в произведениях его пера. Например, в повести «Смерть Ивана Ильича»
Он выводит образ российского судейского чиновника, всю жизнь посвятившего материальному и внезапно столкнувшемуся с надвигающейся на него смертью. Очень тяжело умирая, погрязая в страхах, мучениях и сожалениях, чиновник, как и многие скептики, уверен, что просто исчезнет из жизни навсегда. Ничего там нет, темнота и пустота, сплошное небытие. Но вместо этого в финале, когда смерть приходит за ним, Иван Ильич видит свет и испытывает наслаждение, умиротворение и счастье. Он встречает проводника, который сопровождает его в путешествии по потустороннему миру и покидает мир земной совершенно спокойно и невозмутимо. Три смерти, хозяин и работник, картина перехода на тот свет князя Андрея Болконского в «Войне и мире», постоянно встречающиеся описания загробной жизни в творчестве Толстого удивительным образом совпадают с теми знаниями, которые человечество накопило за последние столетия. Но для знающих о том, что любой акт творчества – это работа двух миров, земного и потустороннего, а мысли Творца формируются под влиянием сил духовных областей Вселенной, ничего удивительного в этом нет. Толстой черпал свои знания из связи творческого сознания с духовным миром, поэтому они в очередной раз и повторяют то, что открыли и в чем убедились и многие другие великие люди до и после него. Жизнь после смерти продолжается для каждого, потусторонний мир существует, и в нем найдется место всем из нас. А еще в этом мире может быть очень хорошо, если дух твой исполнен истинными, нематериальными ценностями. В этом Лев Николаевич убедился лично, когда оказался в состоянии клинической смерти. А едва выйдя из нее, воскликнул: «Хорошо там!». Весьма интересна и показательна история Великого Перехода, называемого у нас смертью самого Льва Николаевича. Но это захватывающее, почти детективное действо я оставлю нерассказанным, чтобы сподвигнуть зрителя к самостоятельному его изучению. Ведь, как известно, лучшее знание – это знание, добытое лично. Лев Николаевич Толстой в ряду других великих людей, о которых я вам рассказываю на нашем канале, доказал жизнь после смерти. Однако сделал он это не физическими доказательствами и экспериментами, не фотографиями и видеозаписями, но своей силою духа, своим невероятным талантом и неколебимой уверенностью. А неколебимая уверенность – это, как известно, тоже сильное доказательство. На сегодня это все, дорогие друзья. Спасибо, что прослушали нашу очередную лекцию и сделали еще один шаг к освобождающим и возвышающим знаниям о нашей истинной бессмертной природе и царствовании любви, добра и света надо всем сущим. Жду вас, как обычно, на том же месте, в тот же час послезавтра. Ну а пока претворяйте полученные знания в жизнь, распространяйте вокруг себя позитивные энергии, ничего не бойтесь и помните, вы до невероятного могущественные духовные создания, и нет во Вселенной ничего, что было бы вам не под силу. Всего вам самого лучшего, прекрасного и замечательного.